Итак, привет, друзья! Добро пожаловать на свежий выпуск новостей стендового моделизма. И сегодня у нас просто завал новинок. От классики Второй мировой войны до современной российской техники. От пластика и смолы до 3D-печати. В общем, очень много интересного от звезды, российских смоляных брендов и также зарубежных гигантов. Давайте разберемся совсем по порядку. И также с историческим контекстом и тем, что обсуждают моделисты. Итак, поехали. Звезда открывает парад новинок. И начнем с грузовика. Компания показала коробку своей модели ЗИЛ-131 в 35 масштабе. И это легендарный советский армейский грузовик с колесной формулой 6х6. Он разрабатывался в середине 60-х годов как замена ЗИЛ-157. И производился он уже с 66 года. Он отличается выдающейся проходимостью за счет системы регулирования давления в шинах и также трехосной компоновки. Он широко использовался в советской армии для перевозки личного состава, грузов и шасси, а также как шасси для спецтехники. Эту модель очень давно ждут. Она пластиковая и с хорошей геометрией кабины. В комментариях главная дискуссия – это цена. Она стоит около 3500 рублей. Многие считают ее очень высокой и сравнивают с Трумпетером или Java The Models. Но есть те, кто очень хвалит звезду за точность кабины и общую компоновку. Так что ждем полноценного обзора. Ну а далее вертолет. Звезда показала бокс-арт модели Ми-26 в 144 масштабе. Ми-26 – это самый тяжелый серийный транспортный вертолет в мире. Первый полет эта машина совершила в 1977 году. В эксплуатации она с 80-го года. Это рекордсмен по грузоподъемности. Эта машина способна поднять 20 тонн. Она участвовала в Афганистане и также в ликвидации аварии в Чернобыле. Но также она и участвовала в других гуманитарных операциях по всему миру. И сейчас этих машин осталось не так много, и они до сих пор в строю. Многие моделисты в комментариях отмечают редкость ливреи на бокс-арте и радуются, что наконец-то появилась современная модель в таком маленьком масштабе. Вот и еще одна новинка от звезды – это рендер 2С-35 коалиции СВ в 100 масштабе. И это современная российская 152-мм самоходная гаубица на шасси танка Т-90. И она разрабатывалась в 2000-х годах как замена М100С. Ее ключевая фишка – это высокая скорострельность. Она способна выпустить до 10 выстрелов в минуту на дальность до 70 км с новыми снарядами. Ну а название «Коалиция» произошло от ранней концепции с двумя стволами. Моделисты ждут с большим интересом, ведь это современная российская техника, и она всегда вызывает ажиотаж. Ну а 100-й масштаб, он довольно популярен среди коллекционеров с небольшими квартирами. Ну и также никогда не подписывайтесь на мой Бусти, так как вас может шокировать контент, который я там выкладываю. Ладно, продолжаем. Ну и вишенка от звезды – это декали для Ла-5 в 72 масштабе, и в наборе будет 3 варианта конкретных окраски. А когда-то на заре своего творчества, ведения канала, я собирала Ла-5, и звезда выпустила обновленную версию этой коробки. Ла-5 – это советский поршневой истребитель, созданный на базе самолета Лак-3 путем установки мощного звездообразного двигателя. Появился он в 1942 году и стал одним из лучших современных советских истребителей войны. Он маневренный, скоростной, с мощным вооружением. Именно на Ла-5 и воевали многие асы. Ну а, собственно, декали хвалят за точность и выбор пилотов-асов. Ну а теперь смоляные конверсионные новинки от российских брендов. Life Racing выпустила фронтовой мотоцикл с фигурками турелью в 35 масштабе. Это уже готовый диорамный сет. Ну а еще они подготовили конверсионный набор для ЗИЛ-131 от звезды. И этот набор превращает грузовик в боевой багги. Идея переделки легендарного грузовика в легкую боевую машину очень по душе многим моделистам. Особенно тем, кто любит технику современных боевых действий. Ну а Финсбенч порадовал моделью саперного робота Уран-9 в 35 масштабе. Это российский беспилотный наземный комплекс разминирования «Астралом». И он активно применялся в Сирии, а также в специальной военной операции применяется по сей день. При заказе робота вместе с ним идут еще и фигурки сапера с планшетом. А цена этого набора около 2000 рублей. И комментарии полны восторга. Наконец-то появилась современная инженерная техника. Я тоже этому рада. А ЭВМ из Севастополя показал коробку смоляного конверсионного набора молоковоза на шасси ЗИЛ-130 в 35 масштабе. И гражданская техника всегда вызывает очень теплые воспоминания, и моделисты уже обсуждают, как красиво будет смотреться рядом этот ЗИЛ с военными ЗИЛами. Московская Лансер готовит сразу 3 новинки в 72 масштабе. Это трактор «Коммунар».
обычная и профи-версия с открытым капотом и двигателем. Также легкий танк БТ-2 и бронеавтомобиль БА-3 на шасси Ford Timken. БТ-2 – это советский легкий танк 30-х годов. Это одна из самых первых версий танка БТ с колесно-гусеничным ходом. БА-3 – это довоенный броневик 1934 года, и он вооружен 45-мм пушкой. И моделисты радуются возрождению 72-го масштаба, особенно в советской довоенной технике. Я очень хочу порекомендовать мой телеграм-канал, а также мою группу ВК. В телеграме очень удобно принимать оповещения о моих новых видео, а также узнавать об анонсах моих построек моделей. Моя группа ВК – одна из самых крупнейших про моделизм на платформе. Там разгораются яркие дискуссии о моделизме, подписчики делятся своими работами и вдохновляются чужими. Так что все ссылочки на телеграм и на группу ВК есть в описании к видео. Ну а теперь зарубежные и космические новинки. Зарубежные производители тоже не сидят сложа руки и радуют нас как и классикой, так и неожиданными темами. Ну а K Interactive из Испании показали рендеры двух сразу ярких гражданских машин в 35-м масштабе. Они показали в первую очередь Trabant Rally. Это спортивная версия легендарного восточно-германского народного автомобиля Trabant. Trabant 601 выпускался в период с 1963 года по 90-е в ГДР. Он имел пластиковый кузов из дюропласта и также двухтактный двигатель. И это настоящий символ эпохи социализма в Восточной Европе. Ну а раллийная версия отличается агрессивным обвесом, спойлерами и яркой ливреей. Ну а это классический французский фургон Citroën, который выпускался в период с 1947 года по 1981. И он известен своей волнистой обшивкой и также надежностью. И это вариант Public Service. И он подойдет для почтовых, полицейских или же коммунальных диорам, которые изображают период 60-х, 80-х годов. И моделисты отмечают у этой машины отличные кат-рендеры и уже обсуждают, какие же декали или доработки можно добавить на эту модель. И эта машина отлично дополнит коллекцию гражданской техники. Я бы тоже хотела такой собрать. А это китайский Таком, и он порадовал нас сразу несколькими своими анонсами. Во-первых, это две модификации легкого полугусеничного бронетранспортера SD KFZ-250 в 35-м масштабе. Они выпускают зенитный вариант и также минометный вариант с 8-сантиметровым тяжелым минометом. Но ASD KFZ-250 – это один из самых массовых универсальных полугусеничных БТРов времен Второй мировой войны Вермахта. Версия отличается более сложной сварной броней и использовалась она на всех фронтах с 1941 года. А моделисты активно обсуждают, насколько Таком улучшит деталировку по сравнению с предыдущими моделями этой линейки. И также они ждут возможности собрать полноценную роту легких бронемашин. Ну а во-вторых, Таком показал рендеры советского крейсера-вертолетоносца проекта 1123 «Москва» в 350-м масштабе. Первый советский авианесущий корабль, заложенный в 1962 году. Москва и Ленинград были гибридом крейсера и вертолетоносца. У этого корабля мощное ракетное и артиллерийское вооружение, плюс ангар и взлетная палуба на 14 вертолетов К-25. Корабли служили в Средиземном море, отслеживали американские авианосцы и участвовали в учениях до конца 80-х годов. А эта модель отличается размерами. Она будет в длину аж 52 сантиметра, включая фототравление, и также обещает быть настоящим флагманом для любителей флота. Ну а в комментариях появилось довольно много восторга от фанатов советского военно-морского флота, ведь наконец-то появился крупный авианосец, и тем более в таком большом 350-м масштабе. Ну а японская Oshima показала тестовую сборку без клея своей долгожданной модели Toyota Supra. Это машина из фильма «Форсаж», и она будет в 24-м масштабе. И это та самая оранжевая Supra Брайана О'Коннора из первого фильма «Форсаж», которая датируется 2001 годом. И эта модель сделана по лицензии с точной передачей всех киношных деталей. Это аэродинамический обвес, турбированный двигатель, также интерьер и характерные диски. Ну а Stan Models из Германии выпускают на 3D-принтере тягач Mercedes-Benz Zetras 4051 AS в 35-м масштабе. Это современный высокопроходимый военный грузовик Mercedes с колесной формулой 6х6, мощным двигателем и также отличной проходимостью в пустыне и экстремальных условиях. И этот грузовик используется многими армиями многих стран для перевозки тяжелой техники и также как платформа для спецоборудования. И моделисты хвалят высокую деталировку этой 3D-печати и отмечают, что такой Zetras отлично впишется в современные военные диорамы.
Ну а пензенская CAF Kids выпускает на 3D принтере ZIL 433100 в 35 масштабе, а московская Arma Models разрабатывает Буран в 72 масштабе на 3D принтере. Это советский многоразовый космический корабль, который совершил единственный свой полет в 1988 году. Ну а Хасигава в мае пересдает космический челнок с телескопом Хаббл и фигурками астронавтов аж в 200 масштабе. Это классика для любителей космоса с подставкой, и также там будет 3 смоляные фигурки астронавтов. Теперь переходим к фигуркам и флоту. I-7 выпустила немецкую пехоту Первой мировой войны. И они в противогазах в 35 масштабе. И также набор американских гангстеров к своему Форт А в 24 масштабе. А Gun Tower Models показали УАЗ Патриот с кузовом, универсалом в смоле, в довольно большой линейке масштабов. Ну а Armor 35 показали фигурку девушки с баллонным-ключом, тоже в 2 масштабах, 35 и 43. Ну а Трумпетер в мае показали Panzer 3 в 16 масштабе, тунисскую версию. Также Ми-171 в 48 масштабе. Также пермская CST показали БАЗ-6403 в 35 и 43 масштабах и в 3D. Ну а ВД Models из Костромы радует нас очень интересными новинками в 43 масштабе. Например, этот водник, ГТМУ, также КАМАЗ-5510, АСТ-59Г и Т-155М, и также набор инструментов в 35 масштабе. Ну а на этом, собственно, все. Выпуск получился особенно насыщенным, особенно благодаря зарубежным и космическим сегментам. А расскажите, что вы ждете больше всего? Москву, Супру из «Форсажа» или же новый СД-КФЗ, или же что-нибудь другое, что я упустила? Так что напишите об этом обязательно в комментариях. Не забывайте ставить лайки, подписываться. И до новых встреч в следующем выпуске. До новых встреч еще раз. Пока.